Всем привет! С вами Иван Джон Душевцов, тренер команды Hellraisers. Я хотел бы поделиться своими мыслями относительно последнего, скажем так, нововведения, скорее даже ограничения со стороны Valve относительно тренеров. Для тех, кто не сильно в курсе, Valve решили, что тренер, он рассматривается именно тренер, который может делать in-game calls, который может координировать действия команды, такой как Starix, например, такой как Peacemaker из Liquid. Ну, это из известных и топовых команд. Я думаю, что Трит в Непах то же самое делал. Ну и собственно, я всегда был тренером, который помогал координировать или капитана, который был в Flipside, или после того, как я ушел из Flipside, я координировал действия команд, в которых, собственно, я работал. В общем, теперь тренер такого плана считается как шестой игрок, по мнению Valve. А Valve хочет, чтобы 5 игроков определяли, кто лучший, и якобы тренер, он должен действовать немножко иначе, он должен готовить команды, и теперь у него будут новые возможности и больше ограничений. То есть на турнирах Valve теперь будет ограничение в том, что тренер не может говорить, что делать в игре, только во время вормапа, во время смены сторон и во время 4 тайм-аутов от каждой команды по 30 секунд. В общем, такое нововведение. Мне кажется, оно очень не кстати. Сейчас я объясню почему. Во-первых, давайте подумаем, почему так делает Valve. Ну и судя по их разъяснению, которые они выпустили немного после этой новости, это якобы для того, чтобы команды среднего и низкого уровня, не имея тренеров, они могли расти и, не имея тренеров ингейм-лидеров, чтобы они могли биться с серьезными оппонентами на том же уровне. То есть, как они написали, мол, чтобы команды могли соперничать на highest level. Но, как мне кажется, это полный бред, потому как в любом случае, чтобы командам выйти на highest level, нужно, чтобы игроки были сильнее, потому что самая большая часть индивидуальной игры, которая отличает молодых игроков, молодые команды от опытных команд, это именно личный скилл игрока в большей степени. Потому что тактики, раунды и понимание глобальное того, куда и как идти, оно, в принципе, в основном в чем-то может быть хорошее даже у молодых команд. Могут быть классные идеи, которых нет у опытных команд. Но не дает им это сделать именно скилл игрока. Именно поэтому, когда многие команды берут, смотрят демку и думают: о, мы сделаем раунд Fnatic. Вот такой назовем его Fnatic, он будет получаться, у них не получается. Ни хрена. Потому что ты не можешь сделать раунд Fnatic, если ты не умеешь действовать как Fnatic. Так грамотно отыгрывать какие-то размены, моменты, микроситуации. Из-за этого нововведения молодым командам станет еще труднее, потому как нет человека, то есть у них даже нет возможности получить человека, который может помогать им с координацией и позволит игрокам фокусироваться на микродействиях, потому что именно в них основная проблема молодых команд, именно в микродействиях каждых игроков, а не в координации. Потом, мне кажется, это неправильно. Также я хотел бы сказать, что тренера появились в CSGO, если я не ошибаюсь, немного меньше 2 лет назад. Я вернулся в CSGO, наверное, 1,5 года назад, и тогда тренера только начинали появляться, и до этого в общем, было буквально 1-2 тренера. И в то время, наверное, in-game лидерами из 2-3 тренеров возможных был 1 или 2. В общем, это очень новая должность, это очень новая позиция, которая может подразумевать много разных нюансов и много разных действий. И мне кажется, что нужно было только дать время для того, чтобы у команд появилось больше тренеров. Потому как, представь, есть целая комьюнити игроков. Игроков, которые играли в 1.6, которые играли в Source, которые играли в Go, потом забили. Игроков с хорошим пониманием игры, у которых есть опыт. Игра растет, сцена увеличивается, сцена растет, появляются новые игроки. Может быть, молодые ребята, которые круто стреляют, а те, кто раньше забил на игру, у них было понимание и опыт, но они не могли себя применить правильным образом. Как раз для них отличный вариант идти в тренера. Нужно было только дать время, чтобы такие игроки начали возвращаться. Собственно, это и происходило по всему миру. Скажу честно, сейчас, играя тренировочный, просто играя прак,
достаточно редко ты видишь, что у команды нет шестого игрока, ну, шестого игрока, да, как Valve это воспринимает, шестого человека на коуч-слоте. Даже у там пятых поляков, у там вторых, третьих испанцев, у многих команд там тир 2, тир 3, тир 4 появляется все больше и больше тренеров. Это лишь вопрос времени. А это ограничение, оно как бы не дает возможности развиваться вообще этому процессу. Оно просто берет как бы и обрубывает ветку, которая просто не может дальше расти. Мне кажется, это неправильно, потому как когда во время игры, вот представим процесс во время игры, да, на высоком уровне очень как бы много моментов есть, которые влияют на результат, влияют на ситуацию в раунде. Игрокам нужно фокусироваться на эти моменты. И когда есть ингейм-лидер со стороны, он может помочь в координации и в других аспектах, которые не будут висеть на плечах игроков, и они будут больше фокусироваться на микро, показывать красивейший хайлайт, показывать больше крутых, красивых отыгрышей. Но когда теперь, скажем так, теперь этого не будет, теперь будет этого меньше, потому как нет человека, который сзади скажет: ребята, подождите, вы делаете это неправильно. И будет больше выходов по одному, будет больше ситуаций, когда игроки не чувствуют друг друга, потому как во время игрового экшена, я не говорю, это происходит потому, что игроки плохие. Дело в том, что игра очень динамическая, нужно принимать решения максимально быстро. И для того, чтобы делать это правильно, иногда нужна помощь со стороны, потому как человек видит со стороны, что, мол, это происходит не так, и дает совет. Мне кажется, это правильно, тогда игра будет красивее, уровень будет расти. Уровень, скажем так, игры и перформанса будет круче, потому что действия будут более красивые. Со стороны, со временем будет классно наблюдать mind games тренеров. То есть это будет отдельная часть шоу, когда будут тренера у большего количества команд, как это сейчас есть. Уже сейчас есть потихонечку, это уже становится все более и более близко к тому, что я говорю. Но Valve берет и ограничивает это, опускает это все на более, как мне кажется, низкий аматорский уровень, там где 5 игроков, как бы, и в любом случае один кто-то будет координировать и будет косячить по личной игре больше, чем остальные, будут больше этого игрока брать какого-то более другого, который круто стреляет, потом окажется, что тот игрок, который раньше стрелял круто, ему придется координировать, у него будет спад, это будет стандартный, опять, поворот, еще раз. Это показывал 1.6 многократно. Не потому, что игрок, который обычно координирует, он плохо играет. Нет. В свое время когда больше был игроком, это было давно, конечно, я там мастфрагером был и там эйсы давал. Когда начал быть больше капитаном, стало этого меньше, потому что мне необходимо было следить за другими вещами. И то же самое было у каждого другого игрока. И это нормально, потому что трудно фокусировать свой мозг и трудно фокусировать свою подготовку на разные вещи, потому что представьте, есть один игрок, который фокусируется на крутой игре. Например, возьмем Эдвард, да? Вот. Ваня Эдвард, он фокусируется на крутом своем микро отыгранной ситуации. Есть, например, Блейд, который фокусируется, у него тоже количество времени, но он должен фокусироваться и на координацию, и на личную игру. Какими бы уникальными ни были эти люди, в любом случае тот человек, у которого больше времени на одно дело, он будет лучше в этом, чем тот, у которого будет подготовка разделена на два этапа. Один готовит личку, второй готовит координацию. Это очень трудно. Именно поэтому часто бывает такое, что игроки как Блейд, Пронакс, например, там Карриган, когда он играл оставались больше капитаном. Именно поэтому они чаще отыгрывали хуже по статистике и по личным действиям, потому как им труднее фокусироваться и на микро, и на макро. Это реально трудно. В итоге получается так, что мы к этому возвращаемся, и мне кажется, это неправильно. Нужно было только дать время для того, чтобы появилось у молодых команд больше тренеров, чтобы люди, которые раньше играли, пришли. Опять же, уже сейчас вот мы видели в Бразилии, как развивается эта Gamers Академия. Также в Швеции Гоценты что-то делали. У нас, я вам скажу, что в СНГ тоже идут шаги к тому, чтобы было больше всяких КС-школ и всего такого. Это лишь вопрос времени, чтобы появились тренера, появились люди, которые будут учить, которые будут не только тренировать, но и классно координировать. Это просто естественный момент прогресса. Но Valve берет и своим, как мне кажется, тоталитарным решением запрещает и все. При том, что очень многие
игроки, они просто кардинально с этим не согласны. Но интересно, как это разрулится. Также хотел бы сказать, что теперь, вот представьте, вот КС, да, динамическая игра. Ты смотришь, вот со стороны зрителя, смотришь матч, происходит быстро, интересно. Добавляют правило 4 тайм-аутов по 30 секунд. То есть во время матча 8 раз команды могут брать тайм-ауты. По 4 на каждую команду, в рамках которых тренер может за 30 секунд что-то говорить. В итоге, представьте, что идет игра, счет там 10-10, да, то есть обычно команды берут тайм-ауты попозже, оттягивая это на более ответственные моменты. Представим, что 10-10 и через каждый раунд тайм-аут. Динамика игры, ну, что может быть лучше, чем наши любимые паузы? Побольше пауз, Валь, давайте, больше пауз, чтобы было смотреть интересней, чтобы можно было отойти за чайком в это время. Ну, мне кажется, это полный бред, и особенно находясь на турнирах, это будет немного убивать динамику игры. Именно динамику этого экшена, благодаря чему КС интересен и классен. Один из факторов, конечно же, это динамика, очень быстрая игра, быстрое принятие решений, быстрый экшен, все интересно происходит. Опять пауза, опять тайм-аут, и учитывая то, как это может быть каждый, скажем так, 8 раундов подряд по 30 секунд паузы, это не очень. Окей. Я понимаю, что Valve вот реально решили так делать, но мне кажется, уже вот в этом случае можно было бы проверить это решение, вместо того, чтобы сделать эти 4 тайм-аута и ограничить тренеров. Окей, ладно, вы решили ограничивать тренеров на in-game решения по ходу раунда, посреди раунда. Но, чтобы не убивать хотя бы динамику, просто ее не уничтожать и взять такое балансированное решение, хотя бы вот было мнение в Твиттере, и, я не помню от кого, но мне оно понравилось, я, в принципе, тоже думал, это было бы прикольно, учитывая это ограничение, да, хотя бы сделать там чуть-чуть длиннее фристайм, пусть там секунд на 5, например, и чтобы тренера во время фристайма могли говорить. То есть хотя бы отчасти, то есть пусть они ставят наставления тактические, а игроки уже по ходу в рамках этих тактических наставлений действуют. Как происходит в обычном спорте, да? Как происходит в моментах, когда, опять же, если мы сравним обычный спорт, смотрим, что там, в футболах или там, баскетболах или любых других классических спортах паузы только бывают небольшие. И они бывают намного реже, чем в КС, и возможность дать, нет ограничения, не ограничения, а нет разницы между раундами, в которых можно там что-нибудь подкорректировать, да? Но всегда, когда есть возможность, всегда тренера корректируют. И что-то подобное как раз могло бы быть в этом случае, если уже Valve совершенно не хочет, чтобы тренера имели влияние на прямо внутрираундовые решения, то добавление хотя бы 5 секунд фристайма и возможности тренерам говорить во время фристайма было бы таким средним вариантом, когда и тренера могли бы иметь больше влияния на тактику, на стратегию, и игроки больше бы показывали свой индивидуальный уровень в рамках чего-то. То есть они бы опять... конечно же, все равно был бы минус в том, что нужно было кому-то координировать по ходу действий, когда происходит что-то не по твоему плану. То, что как бы и показывает высокий уровень игры. А пока что такое ограничение выглядит как-то очень странно, то есть просто вот убирают лидеров, это как бы окей, у команд, которые больше работают, у организаций, которые больше вкладывают в свои команды, больше работают для того, чтобы команда их была лучше, просто говорят, а знаете, это нечестно, вот вы больше в это вложили, а другие команды меньше, мы вам запрещаем это делать. Это то же самое, как сказать, пацаны, а давайте среди всех проигроков запретим им играть в КС там, больше 60 часов в неделю. Несправедливо же. Вот Simple задрачивает 100 часов за 2 недели, пардон. Simple задрачивает 100 часов и больше за 2 недели, а другой игрок 40 часов. Это несправедливо. Ведь так? Это какой-то полный бред. Мне кажется, что должно быть... Окей, я не буду говорить, даже не буду пытаться подвязывать детально аргументы, связанные с тем, что организации начали тратить лишние деньги на то, чтобы привозить и иметь тренеров, которые будут ингейм-лидерами. Это все и так понятно. И также хотел бы сказать, что вот все эти мои мысли, они не связаны с тем, что я тренер, ингейм-лидер. Это
я приспособлюсь к любому варианту, потому что, скажем так, это не ставит крест на моей работе, у меня огромное количество обязанностей и моментов того, как я могу влиять на игру, на подготовку и вообще на организацию всего процесса. Я лишь, конечно же, как человек, который стоит за спиной команды, мне нравится быть с командой, чувствовать энергетику, чувствовать то, что мы идем вместе к цели, к победе, и это как бы круто. Но теперь я не представляю, как Valve собирается это делать. Мне кажется, чтобы за спиной в кабинке не стоял игрок, то есть не стоял тренер за игроками, а если во время тайм-аута он как-то из секретной комнатки там по микрофончику что-то передавал, ну, это, мне кажется, и элемент всего шоу немножко как-то негативно показывает. Или вот мы с ребятами шутили, что теперь тренера будут сидеть в отдельных секретных комнатах, такие, как футбольные тренера, там, все в костюмчиках, с галстуками, и когда их будут выпускать, будут выходить и говорить: ребят, как бы на Б нужно ходить, поправлять галстук и уходить. Ну, в общем, это как бы основа тех мыслей, которыми я хотел бы поделиться, конечно же, и все это... да, еще. Игроки в первый же день после всего этого процесса начали писать, мол, что нет, все это за бред, многие люди там... Ну, в общем, все негативно к этому отнеслись. И также Фолин написал, мол, что мы будем... Есть какая-то конфа, в которой есть игроки, якобы Players Union, меня там нет, потому как я уходил из CS 1.6, у меня было 5 лет паузы, и я как бы не в тусовке про игроков, и даже там не сильно общаюсь с кем-то. У нее есть ангел. Вот. И якобы в этой конфе должно было обсуждаться что-то по поводу всего этого процесса. Также Фолин очень интересно написал, что, мол, это недопустимо, и мы или мы поставим свои условия, и Valve или пойдет на них, или им придется, или мы как бы откажемся от их турниров, что-то в этом ключе. Ну, конечно, громко и круто было бы, но мне кажется, такого не будет, и игроки просто лягут под Valve, что покажет совершенная неспособность любого, даже возможности Player Union и полную бесхребетность игроков, которые, по сути, сделали многое для КСа, в общем, много работали в этом ключе. И это, конечно же, будет печально. Мне кажется, будет это, скорее всего, так. Конечно же, круто было бы, если бы игроки, которые, опять же, большинство, там, 90 с чем-то процентов недовольны нововведением. И когда такое происходит, конечно же, классно, когда игроки собираются и требуют своих условий и реально стоят на своем. У Valve не будет никаких шансов что-то противопоставить этому, как мне кажется, потому как обязательно появятся турниры с призовыми, которые будут переманивать игроков, и сейчас очень большая конкуренция между любыми турнирами, и, в принципе, будут Major Valve, кстати, Major Valve проводят какие-то турниры, то есть Valve не сами проводят, как это происходит с International. Это обычно вот MLG, DreamHack, ESL, очень надеюсь, что когда-нибудь это будет StarLadder или кто-нибудь из СНГ. И в итоге, если эти организации, которые не принадлежат Valve, конечно же, они, скорее всего, на коротком поводке такого серьезного гиганта, как Valve, который, по сути, может делать, что хочет. Но если игроки сейчас лягут под Valve, то в дальнейшем никаких шансов не будет у них давать хоть какое-то, влиять на то, что захочет делать Valve. А если сейчас игроки, так называемый Player Union, которого по сути нет, смогут отстоять свое мнение, это будет реально круто. Наверное, все. Вроде как поделился, как я всегда говорю, немного мыслей, но получилось, как всегда, больше, чем немного. Надеюсь, что это было интересно. Кому понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. И спасибо, что смотрите. И болейте за Ашер. Мы много работаем над своей игрой.